Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала. Меня зовут Павел. И сегодня у нас на обзоре агрегат, который не нуждается в пафосных речах и овациях. Dualtron Thunder. Dualtron Thunder — это флагманская модель фирмы Mini Motors, корейской фирмы самокатов, крайне известной на рынке данного электротранспорта. Мне нужен был транспорт. Не какая-то там игрушка, которая провезет меня 20 километров, а полноценный транспорт, на котором я смогу добраться на работу, на учебу или еще куда-то по каким-то своим делам. Взвесив все за и против, я выбрал именно эту модель. В отличие от всех предыдущих обзоров, данный самокат является моим. То есть приобрел я его в магазине Ямаг-Бай и уже катаюсь 600 километров на нем пробега. Далее я вам расскажу про то, что может этот самокат и почему именно я его выбрал. Dualtron Thunder — это уникальный представитель семейства мощных электросамокатов. У нее есть определенная эстетика и определенная гармония в этих чертах. Dualtron — это самокаты, которые крайне легко с точки зрения внешнего вида отличить от других самокатов. Этот зверь обладает внушительными характеристиками. 35-амперный аккумулятор, моторы с пиковой мощностью 3200 Вт. Скорость с потолком где-то под 95 километров. Это просто невероятные характеристики для самоката. Я напоминаю, что это все-таки не спортивный байк, а самокат. Как вы могли заметить, на моем электросамокате установлен демпфер. Демпфер — это устройство, которое позволяет гасить колебания рулевой стойки при езде на высокой скорости и неровных поверхностях. Это спасает от неприятных ситуаций. На этом электросамокате установлен усиленный хомут. Он предотвращает люфт рулевой колонки. Это также помогает избежать аварийных ситуаций. Всем, кто обзавелся Dualtron Thunder, рекомендую к установке заднюю ручку или какие-то ее модификации. Она позволяет удобно транспортировать самокат, если его невозможно катить. На Thunder установлены гидравлические тормоза фирмы NAT. Они позволяют очень эффективно контролить торможение и почти что никогда не подводят. Желтая кнопка — это по факту простая аварийка, которая включает задние мигающие огни. Как вы могли заметить, на руле Dualtron имеются две клипсы. Эти клипсы позволяют сложить руль Dualtron для того, чтобы он занимал меньше пространства при хранении. Также с правой части руля вы можете заметить микрокомпьютер. Пройдемся по основным критериям. Первое — это P0, диаметр колеса. Диаметр колеса влияет на отображение скорости. P1 — это вольтаж. Заводская характеристика, менять не рекомендую. Можно вывести самокат из строя. P2 — также заводская характеристика, полярность магнитных полюсов. P3 — внешний датчик скорости. P4 — переключает километры на мили. P5 — способ старта. Либо с толчка, либо сразу по курку. P6 — круиз-контроль. Круиз-контроль — это функция, которая позволяет самокату удерживать скорость, если вы держали курок более 5 секунд в одном положении. P7 — плавный старт. Настраивает скорость разгонки вашего электросамоката. P8 — ограничение мощности. P9 — режим эксплуатации батарей. Именно здесь находится настройка, которая включает эко-режим на самокате. Не на желтой кнопке, а именно здесь. PA — электронный тормоз. Вы также можете настроить его мощность. В Dualtron Thunder есть три режима скорости. Первый, второй и третий. Также на скорость влияет настройка самого самоката. Данный самокат имеет систему подвески, базированную на эластомерах. Эта система подвески крайне сильно отличается от аналогичных ей. Если вам не нравится то, как ведет себя стоковая подвеска, установленная на этом самокате, ее достаточно легко заменить. Как вы можете видеть по видео, она закреплена специальными болтами, которые при наличии инструментов специальных снимаются достаточно легко и позволяют вам заменить картридж. Либо вы можете обратиться в сервисный центр, где вам его заменит специалист. Эта серебристая кнопка сбоку деки включает подсветку электросамоката. С левой стороны электросамоката расположены важнейшие разъемы. Первый из них — это разъем, предназначенный для установки powerbank. Вот эта 4-пиновая штука, закрытая специальным резиновым
заглушником. К ней подключается Powerbank. Это выносная батарея, которая позволяет продлить дальность хода самоката. Здесь же находятся два порта зарядки. Вот один, вот второй. Они трехпиновые, также закрыты резиновыми заглушками, что предохраняет их от ржавчины. К самокату можно подключить сразу два зарядных устройства, что ускорит его зарядку. Обычным зарядным устройством он заряжается за 20 часов. Соответственно, с двумя зарядными устройствами время зарядки будет сокращаться до 10 часов. Также вы можете приобрести зарядное устройство на 5 ампер, которое будет заряжать его за 5-6 часов. Пока вы любуетесь этими прекрасными кадрами, как Dualtron Thunder покоряет лестницу, я хочу рассказать вам о его ходовых качествах. Первое — это гигантский клиренс. Как вы могли заметить, он просто летит над этими ступеньками, даже не задевая их. Это достигается благодаря тому, что эластомерные рычаги расположены на достаточно большой высоте, которую, как ни странно, можно увеличить еще больше. Это среднее положение. Всего их около 3. Нижнее, среднее и, соответственно, самое высокое. А также остановились на самих эластомерах, которые по сути являются полимерным веществом с высокой степенью упругости. Они отличаются от аналоговых систем амортизации типа газомасляных или пружинных амортизаторов. Они, как я уже говорил ранее, крайне упруги. То бишь, как вы можете заметить, они отталкиваются, но не сильно, буквально поглощая удар. Это весьма хорошо, самокат не взлетает на кочках, вы не отрываетесь от земли, а просто аккуратно обходите неровности. Очень легко заменить и подогнать под себя, как и весь самокат. Thunder вообще это воплощение мощности и комфорта, слитое в едином корпусе. Самокат легко адаптируется под любой стиль езды, будь то дикий боевой камикадзе или неспешный вальяжный пенсионер. Он с радостью станет вашим партнером на покатушках и поможет получить от них максимальное количество удовольствия. Что немаловажно, Thunder достаточно легко затаскивать или спускать по лестнице. Да, он весит 43 килограмма, это не пушинка, но это не здоровенный аппарат весом под 60 килограмм. Плюс он залазит в обычный пассажирский лифт, становясь на изкость. Это тоже немаловажный плюс, потому что не нужно складывать самокат, лишний раз складывать. Кстати, у руля есть механизм складывания. С тем хомутом, что стоит у меня, это слегка проблематично, но стоковый хомут позволяет легко и просто сложить самокат в несколько движений, что тоже очень удобно при хранении. Вообще, Thunder как аппарат я выбрал, потому что мне он показался сочетанием всего, что мне нужно. Комфорта, удобства, скорости и, как ни странно, безопасности, потому что на самокате установлена система ABS, препятствующая блокировке колеса при резком торможении. Плюс двойная тормозная система, состоящая из гидравлики и рекуперативного тормоза, который активируется после нажатия на тормозные рычаги. Он достаточно мощно, но плавно оттормаживает вас, сокращая скорость с 40 до 0 за несколько секунд. На Dualtron крайне широкая резина. Это обеспечивает невероятную устойчивость, независимо от грунта, а также дает некую вольность в возможности маневрировать. Вы можете очень сильно заваливать самокат на поворотах, и он не уйдет в занос, он удержится, что также очень сильно влияет на безопасность. Если вы хотите, можно опционально поставить зимнюю резину. В этом плане рынок достаточно обширен и богат на различные девайсы для данного самоката. Собственно, резюмируя все вышесказанное, я хочу подметить, что Dualtron — это быстрый, мощный, безопасный и очень красивый электросамокат.